Привет, с вами Егор, это Brick Garage. Эта модель сделана из одного кардана и набора 42114. Делать альтернативные модели из наборов Lego — это сейчас очень популярный тренд. Популярный во многом благодаря интернету и в частности сайту rebrickable.com. Сайт, который показывает, что вы можете собрать из имеющихся у вас деталей, или имеющихся у вас наборов. Главный плюс альтернативных моделей в том, что вы даете вторую жизнь вашему набору, при этом не покупая какие-то новые наборы, новые детали, а просто используйте то, чем вы наигрались, и то, что давно стоит и пылится у вас на полке. Это особенно актуально для начинающих лего-строителей, а также для тех, кто считает себя опытным, но еще есть чему учиться. Нередко мы просто не уверены в себе и боимся разобрать какой-то большой набор, как этот, чтобы собрать что-то свое, и ожидаем, что это свое будет не таким большим, интересным, и идеальным в кавычках. Но, конечно, самое главное преимущество альтернативных моделей в том, что вам не нужно докупать новые детали, не нужно снимать детали из других наборов, вы просто берете один готовый набор, разбираете его и собираете из него другую модель. Кстати, есть такие люди, которые, увидев какую-то альтернативную модель, просто покупают ради нее набор, даже не собирая основную модель, как этот грузовик. Здравствуйте! Вы тот самый Егор? Привет, да, это я. А правда, что вы можете все из Лего? Все-все? Да, я все могу. Ну ладно, что пришел? Рассказывай. Я собрал дистанционно управляемый внедорожный грузовик с полным приводом, торсионной подвеской, блокировкой заднего дифференциала и огромным полем для доработок. И все это из одного кардана и набора 42114 самосвал Volvo 6х6. Проект начинался совместно с российским офисом компании Lego еще в прошлом году. У меня выходило уже 3 серии. Обязательно посмотрите серии, если вам интересно узнать, как я подходил к поиску идей, на что я обращаю внимание, когда проектирую наборы из ограниченного количества деталей. В принципе, это будет полезно не только строителям альтернативок. Есть мнение, что собрать альтернативу из большого набора, как этот, несложно. Я скажу так, собрать альтернативу из маленького набора несложно, но это чаще всего что-то не очень красивое и не очень функциональное. У больших наборов другая крайность, другая сложность. Если, конечно, ваша цель это не собрать из 300-еврового набора, как этот, подставку для планшета. Чем больше набор, тем выше ожидания. При наличии множества деталей важно заранее разложить в голове будущие функции, исходя из функциональных деталей. И внешний вид, и размер модели, исходя из декоративных и структурных деталей набора. И я не говорю о таких вещах, как то, что из автомобильного набора вы вряд ли соберете бульдозер, и наоборот. Можно сказать, что альтернативная модель сделана успешно, если ваша модель получилась соразмерной с исходной моделью, а функциональное наполнение схоже с количеством функций исходной модели. Но у каждого свои планки, поэтому не стоит ориентироваться на то, что я сейчас говорю. Исходя из моего опыта, постройка первого прототипа, то есть когда вы делаете наброски, накидываете панели, детали, занимает не так много времени. Гораздо сложнее потом уже этот прототип вылезать, сделать его максимально красивым, эстетичным, устранить потенциально ненадежные узлы, укрепив их. На это требуется уже время и тесты.
сожалению, бывают ситуации, когда недостает нескольких или даже одной детали, благодаря которой функционал альтернативной модели можно существенно, я бы сказал, кардинально улучшить. Например, если бы у нас не было вот этого кардана, наш грузовик был бы грузовиком для езды по ровной поверхности. Ни о каких препятствиях, преодолении гор, подъемов речи бы даже не шло, потому что модель была бы заднеприводной. Исходная модель самосвала 6х6, она полноприводная, но там система поворота немножко другая. Если здесь у нас поворачиваются колеса, то там у нас просто ломается рама, как у трактора. Сломал. Поэтому в том наборе был задействован всего один кардан. В этом же наборе нужно два кардана, потому что передача привода на поворачивающиеся передние колеса осуществляется как раз с помощью карданов. Один есть, а второй мы берем дополнительно. Также в наборе нет элементов для постройки подвески, но мне удалось реализовать рабочую качающуюся подвеску с торсионами. Торсионы — это скручивающиеся упругие оси. Ввиду жесткого крепления мостов к раме, деформация осей при простой модели ровно на полке практически сведена к нулю. Если же модель будет стоять на неровной поверхности длительное время, есть риск деформации осей. Однако, учитывая их распространенность и относительную дешевизну, это не должно стать большой проблемой для владельца набора за 300 евро. Ход подвески получился просто огромным. Благодаря большому весу и хорошим ходам подвески, на заезде, который увидели несколько минут назад, я даже не блокировал задний дифференциал, потому что машина продавливала оси, и они всегда касались поверхности земли всеми 4 колесами. Но если же вы захотите заблокировать задний дифференциал, вам нужно будет повернуть вот этот вот рычажок. Вот так заблокировано, а так разблокировано. Ну ладно, что пришел? Рассказывай. А вы можете сделать альтернативку вот из этого? Это же одна деталь. Что из него можно сделать? Нет, тут их 3. Я смотрел ваше видео с Раптором, где вы разбирали кардан. Не-не-не, не надо, я понял, ты прав, это 3 детали. Мы сейчас что-нибудь придумаем. Привод мостов осуществляется раздельно, то есть задний мост питается XL мотором, а передний мост питается L мотором Control+. Не смотрите, что моторы разные. Да, у них примерно одинаковые обороты и крутящий момент. Просто в большем моторе внутри более скоростной мотор, но при этом и встроенный редуктор имеет большее понижение, что в итоге делает эти моторы немножко разными при нагрузках. При большой нагрузке XL мотор потребляет чуть меньше тока в пике, поэтому он больше приспособлен к большим нагрузкам на грани блокировки. А вот и наглядная демонстрация того, что редукторы тут разные. Посмотрите, более крупный мотор имеет большую инерцию при сбросе газа. Видите, задняя ось дольше вращается при сбросе газа. Это как раз говорит о том, что там стоит более понижающий редуктор. А сейчас посмотрите, как эта машина едет в облегченном варианте, в триальной версии, на RC-шной резине с более качественным сцеплением и, конечно же, с заблокированным задним мостом.
Итак, какие цели я преследовал при постройке данного грузовика? Игровые качества должны быть выше, чем у исходной модели. Для тех, у кого есть грузовик 42114 в исходном виде, или кто смотрел обзор, в том числе на моем канале, знает, что модель хоть и является сложной, там имеется дистанционно управляемая коробка передач на 3 или 4 передачи, полный привод, несколько функций, но тем не менее она абсолютно неиграбельная. Здесь очень медленно поднимается кузов и очень малая тяга, несмотря на то, что здесь привод 6х6. Катать его можно разве что на ровной поверхности, даже несмотря на то, что здесь есть 3 разных передачи. Для игры это откровенно слабая модель, поэтому, когда я собирал альтернативку, я ориентировался на набор 42129 Mercedes-Benz Zetros. Это очень крутой внедорожный грузовик прямо из коробки. Но если честно, это даже как конкурент Zetros. Второе – это модульность конструкции. У автомобиля полностью отделяемый кузов от шасси. Это значит, вы можете собрать на базе моего шасси свою кабину. Ну или наоборот, использовать мою кабину для своего шасси, что маловероятно. Третье – это вариативность модели. Это значит, что вы можете выбрать одну из 2 версий модели. И они собираются одновременно. Дизайн грузовика сделан в стиле грузовика для гонок Париж-Дакар. То есть такой аэродинамический кузов, обтекаемый даже сзади со спойлером. Но для триала такой грузовик слишком тяжел, поэтому он легко трансформируется в версию для триала. Всего лишь 2 пина позволяет легко снять заднюю часть кузова. Вот в этом виде модель гораздо лучше ездит по препятствиям. Вы можете сами это увидеть. Мы сейчас что-нибудь придумаем. Так вы сделаете? Хочешь? Большую машину сделаем. С пультом будет. Только, может, пару деталек найдешь еще докинуть? Подвеску добавлю. Найду, конечно. Сейчас, погодите, на eBricks закажу. У них там большой ассортимент и доставка быстрая. Четвертое. Модель сделана безопасной. Здесь раздельный привод на мосты. Один мотор на заднюю ось, второй мотор на переднюю ось. Такая схема использовалась в ранних внедорожниках компании LEGO 9398, 41999, 42099. Ну, то есть тех внедорожниках, которые были ранее, которые были рассчитаны на езду по препятствиям. Что дает такая схема? Ну, во-первых, минус в том, что она не позволяет реализовать полностью весь внедорожный потенциал машины. Но плюс в том, что в целом, не теряя в общей мощности машины, мы в каких-то сложных ситуациях, когда машина застревает в препятствиях, там блокируются колеса, вы, ну или ваш ребенок, которым вы дадите играть эту модель, не сломаете трансмиссию. Далее, модель строилась с оглядкой на будущие потенциальные доработки модели вами. Что имеется в виду? Первое, что можно здесь сделать, это поменять передаточные отношения. Вот передаточное отношение привода передней оси 16-16 шестеренки. И точно такой же 16-16 у нас на задней оси. К сожалению, свободный набор шестеренок данного набора не позволял мне поставить сюда другое передаточное отношение. То вы можете в случае 12-20 повысить крутящий момент модели, сделать ее более проходимой ценой скорости. Или же сделать передачу 20-12, в этом случае вы потеряете в тяге, в проходимости, но ваша модель будет ехать чуть быстрее. Может быть, ребенку это и больше даже надо, чем проходимость. Ну и следующий вид доработок, который тоже здесь заложен, это возможность поставить сюда более крупные колеса. Например, колеса 107 мм от, например, набора 42070. Правда, тут есть один момент, о котором я скажу дальше, который может вам не понравиться. Ну, смотрите, колеса встали, я предусмотрел здесь место, но, возможно, вам придется убрать какие-то, например, вот эти вот элементы, если они будут задевать. В принципе, я думаю, что вы сами сможете мешающие элементы снять, потому что вы можете попробовать поставить сюда колеса еще большего размера, какие-то RC-шные покрышки. В моем случае я использовал резину Mud-Slinger от компании RC4WD. Это, кстати, довольно недорогая резина в их ассортименте, потому что она была выпущена давно, первой версии, потом ее перевыпустили. И у нее размер составляет порядка 95 мм. То есть такой же размер, как и у стандартных колес, но при этом они очень мягкие и у них очень хорошие сцепные качества. Вот. Вообще, если вы будете ставить сюда RC-шную резину и не будете менять передаточное отношение здесь внутри, я вам рекомендую искать RC-шную резину именно размером до 100 мм. То есть 95, 98, но желательно не 107, как эти. Почему? Сейчас скажу.
Найду, конечно. Сейчас, погодите, на eBrix закажу. У них там большой ассортимент и доставка быстрая. Друг, нет. Надо будет еще несколько деталек. Все-таки 2 маловато, но я обещаю, я сделаю тебе блокировку. Если будет блокировка? Да, я на все согласен. Короче. Вот список деталей. Вот эти детальки мне дашь и... С полным приводом сделаю. С полным. Я все принесу. Ну и прежде чем вы пойдете покупать инструкцию, для тех, кто давно ее ждал, я честно скажу вам о минусах модели. Самый главный минус модели – это угол поворота колес. Он здесь не очень большой. Причина в том, что в данном наборе нет зубчатых реек, поэтому мне не удалось сделать рулевую систему с зубчатой рейкой, шестеренкой, с рядом понижений. Я просто поставил большой угловой, не очень удобный мотор прямо поверх передней оси, и руление передней осью производится посредством тяги. Тяги, которая тянет за тягу, соединяющую между собой левую и правую ступицу, ну либо левую и правую поворотные кулаки. Конечно, на мотор можно было поставить понижение, чтобы был больший крутящий момент, но, к сожалению, такой возможности не было, потому что нужно было максимально низко разместить мотор, и с шестеренками в наборе тоже не очень большой выбор. Вот, я решил, чтобы избежать лишних люфтов, лучше сделать все максимально просто. В целом все работает. Рулевая система лучше работает на ходу, чем на месте. Все из-за того, что у модели большое плечо обкатки и не так просто мотору поворачивать огромные колеса. Вы видите, что сам мотор не очень быстрый, и если бы я еще сделал понижение на рулевой системе, то колеса поворачивались бы еще медленнее. Вот это вот стандартная скорость поворота. Второй минус – это следствие большого плеча обкатки колес, а также большого хода подвески. Возможно, будет такая ситуация, когда вы будете, например, спускаться с горы и повернете колесо, и при этом еще у вас сожмется подвеска. Вот смотрите, в этом положении правое переднее колесо, которое смотрит на вас, оно рискует упереться в раму и зацепиться с рамой и заблокироваться. Это, конечно, нехорошо. А если же еще будет какое-то препятствие, которое вот здесь вот так вот, в которое стукнется это колесо, тогда колесо точно заденет раму. С колесами стандартного размера эта вероятность ниже. Именно для этого я сделал здесь вот эти вот оси. Они торчат, может быть, не очень эстетично, но они как своего рода ограничитель. В остальном все должно быть окей. Инструкция будет доступна к покупке на моей странице Boosty, возможно, уже сегодня. После видео обязательно перейдите по ссылке под видео. Также я хочу поблагодарить тех ребят, которые оформили платную спонсорскую подписку на той же странице Boosty, поэтому для них будет скидка на данную инструкцию вплоть до 50%. Если вы хотите, чтобы я сделал для вас еще какие-то альтернативные модели из других наборов, не обязательно из этого, может быть из Раптора или из Dodge Charger давно хочу, то я, пожалуй, готов, но давайте договоримся. Когда у меня будет достигнуто определенное количество подписчиков на странице Boosty, то мы с вами выберем набор, из которого будем делать новую модель. Подробности давайте там же в Boosty, там же обсудим, там же решим. Обещаю долго не тянуть. На этом все, спасибо, что смотрели, до скорых встреч, пока.